Как можно выровнять кромку длинного щита или доски, не имея длинной направляющей? Быстро и точно, излишне не заморачиваясь с разметкой. В этом коротком ролике я покажу один из простых вариантов. Он одинаково хорошо работает под разные способы выравнивания кромки, а также для выравнивания кромки ручным фрезером, кромления циркулярной пилой, работе с погружной пилой. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Задача. Есть купленный мебельный щит длиной 2,5 метра. Это боковая стенка шкафа. Его кромка не прямолинейная, отклонение составляет около 1,5 мм, и так оставить нельзя, на изделии это будет очень заметно. Нужно выравнивать. Но вот с направляющей сложность. В наличии есть строительное правило длиной 2 метра, и его длины не хватает, чтобы сделать операцию за один проход. Стандартный способ – сделать карандашом разметку по всей длине щита, выставить направляющую по разметке в начало, закрепить с двух сторон струбцинами, профрезеровать. Передвинуть направляющую, снова выровнять по разметке, снова закрепить с двух сторон струбцинами и снова профрезеровать. Но я покажу способ побыстрее и поточнее. Выравнивать буду ручным фрезером по направляющей, прямой пазовой фрезой с копировальной втулкой. Это один из 7 способов, которые я показывал. Ролик есть на канале, ссылка на него будет в описании и в конце ролика. Посмотрите, если еще не видели. Если вдруг кто-то еще не знает, то при таком способе после фрезеровки расстояние от края заготовки до края направляющей будет равно половине разницы между диаметром втулки и диаметром фрезы. В моем случае это будет 5,7 мм. Поэтому выставляю направляющую с запасом в 1 мм и креплю направляющую с одной стороны. Проверяю и подравниваю по всей длине. А теперь беру подходящие обрезки и ставлю их как упоры. Два упора, примерно в середине и в конце направляющей. На каком расстоянии, будет понятно чуть дальше. И фрезерую. Кстати, при такой небольшой величине съема, первый проход я делаю в попутном направлении. Это не опасно, но риск сколов и вырывов снижается, особенно если это такой колкий материал, как лиственница. Передвигаю направляющую, но выставляю ее не по разметке, а по упорам. Если ширина направляющей одинакова по всей длине, а я это проверил, то новое ее положение будет точно на той же линии, что и предыдущее. Снова закрепляю направляющую только с одной стороны, чтобы исключить продольное перемещение, и продолжаю фрезерование. В результате получаем ожидаемый результат. Ровная прямолинейная кромка, без ступенек или провалов в месте перехода, что часто бывает, если работать по разметке. Вот здесь, кстати, видно, что все-таки не удалось избежать вырыва, придется снять еще 1–1,5 мм, но это уже за рамками данного видео. Такой способ выравнивания по направляющей по упорам очень даже рабочий, быстрый и точный. Причем он может применяться и при многократной перестановке направляющей. Он может применяться при разной ширине заготовки, нужно только подобрать упоры подходящего размера. Он может применяться не только для выравнивания кромки щита, но и любой кромки, например доски. И что самое интересное, он может применяться не только с фрезером, но и с циркулярной пилой. Или вот как в данном случае с погружной пилой. Вот так. Ролик получился коротким, и я буду чаще делать подобные короткие видео с описанием приемов столярной работы, которые могли бы упростить, ускорить и повысить качество. Эти ролики будут в отдельном плейлисте на канале, проверьте, что у вас включено уведомление при подписке, чтобы не пропустить выход новых видео. А на этом я сегодня с вами прощаюсь, до следующей встречи.